Пришло время представить вам новинку этого сезона. Сорт, который называется пылающий или пламенный. Это итальянский, средне-ранний, индетерминантный сорт. Высокорослый, в теплице вырастает больше 2 метров. Кусты тонкого строения, кисти длинные, в них формируется от 5 до 8 плодов, но потенциал у этого растения просто огромный. Кто живет на Урале, в Пермском крае, как я, например, знают, какое у нас в этом году лето. Ну просто холодина. И изредка приходит тепло. И тем не менее томат завязал очень и очень неплохо. Посмотрите, он завязал каждую кисть. Томаты все достаточно крупные. Но почему я сказала про потенциал? Вот первая кисть. Завязано здесь 1, 2, 3, 4. Но посмотрите, сколько еще плодов. Есть плоды, которые только формируются, но большая часть плодов это пустоцветы. Из-за нашей плохой погоды. А представляете, если бы это все великолепие было усыпано плодами. Но тем не менее, несмотря на наше лето, я думаю, не одна я жалуюсь в этом сезоне на лето, томат завязал хорошо. Тем более этот сорт итальянец, приехал к нам из теплой страны и успел в уральское непростое лето завязать хорошее количество плодов. Некоторые еще только формируются, начали созревать только первые, вторые и третья кисточка, но завязывает он с очень хорошей регулярностью. И даже уже на самых верхушечках сформировались плоды. Кисти формируются через 3 листа. Лист длинный, сильно рассеченный, но все листья прижаты к стеблю. Поэтому много места это растение не занимает. Я одно растение повела в один стебель. Вот какая загрузка при формировке. В один стебель. Ну, просто шикарная, я бы так сказала. На верхушечке тоже, видите, какие плоды. И второе растение повела в 2 стебля. Тоже хорошая загрузка. И плоды не маленькие. И хочу еще сказать, что когда идет очень много дождей, вот эти вот цветочки, которые опыляются, и если они завязали плод, но очень и очень влажно, они не могут сами слететь с маленькой пуговки. И я частенько вот так вот им помогаю. Я их просто удаляю, чтобы освободить вот эту маленькую пуговку, чтобы она пошла в рост. Если этот цветочек не убрать, частенько бывает так, что он сырой-сырой, а потом эта маленькая пуговка постепенно начинает гнить, и плода уже не получить. Однозначно, итальянец получает прописку на нашей российской земле. Будем его адаптировать к Уральскому региону. И если он уж в первый сезон, в очень сложный сезон, показывает такие хорошие результаты, я представляю, что будет на следующий сезон, когда он уже почувствует родную землю. Форма плодов очень и очень разная. И, кстати, вес. Могут быть вот такие малявочки по 50 граммов, а могут быть вот такие большие 500 граммов. При созревании томаты приобретают розово-перламутровый цвет. Это, конечно, розово-плодные томаты. Вот такой интересной формы. Вроде бы и сердце, но если посмотреть сбоку, то оно плоское и сильно ребристое. На разрезе томат очень сочный, мясистый, маслянистый, шикарный цвет, просто пылающий. Есть вот такие яркие малиновые языки на розовом фоне. Мякоть плотная, не сухая и очень тонкая кожица. Ну а вкус сладкий, просто с легчайшей кислинкой, очень яркий аромат. Фруктовые нотки отсутствуют. Это для тех, кто не любит фруктовый вкус у плодов. Вкус классический. Ну, вот так выглядит другой разрез. Как вы видите, что семян нет. Ну и пустоты
практически отсутствует при такой ребристости плодов. Одно мясо. Безусловно, итальянский томат пылающий отправляется в нашу коллекцию семян, с которой вы можете ознакомиться на сайте green-огород.ru. Мы всегда вас ждем в гости. Пока-пока.